Всем привет! Сегодня снимаем 3 закуски под фильм. И судя по активности в комментариях, Мексика тоже не за горами. Начинаем с простого рецепта. Пальчики в панировке. Берем 350 грамм говяжьего фарша и приправляем его черным перцем и солью. Мясо перемешиваем и кладем в кондитерский мешок. Вставляем шпажку и выдавливаем мясо. Закуска получается неровной, но ничего страшного. С помощью рук мы легко придаем нужную форму. Затем выкладываем на пергамент и посыпаем мукой, обволакивая мясо вокруг. Для кляра мы взбили одно яйцо. Теперь с помощью кисточки наносим яичную смесь на снеки, а затем обволакиваем в панировке. Аккуратно прокручиваем пальчики со всех сторон в сухарях, не забывая про торец. 5 пальчиков будем готовить не во фритюре, а в духовке. Взбрызгиваем растительным маслом и отправляем в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. Что лучше, чем сосиска в тесте? Мясные пальчики в панировке. Ароматные снеки подаем с кетчупом и зеленым салатом. Одно из самых популярных блюд в интернете – луковые кольца с сыром. Мы приготовим их по-другому. Для этого берем крупный лук, очищаем его от шелухи и нарезаем кольцами толщиной в 1 см. Оставляем по 2 кольца и берем тонко нарезанный бекон. Далее им оборачиваем лук и закрепляем шпажкой. На одно кольцо у нас ушло 2 бекона. Еще пару колец для сравнения сделаем с сыром и беконом. Для этого берем тонко нарезанный сыр и нарезаем толщиной в 1 см. Далее разделяем кольца и между ними делаем сырную прослойку. Достаточно сложно соединить кольца. Но если остались лишние кольца, то подбирайте более удобные по размеру. Теперь накручиваем сверху бекон и нанизываем на шпажку. Готовые снеки раскладываем на тарелку в 1 слой. Солить не стоит, так как будем жарить в соевом соусе. Поэтому бекон покупайте не соленый. Будем только перчить и обваливать в муке. При жарке используем смесь масел – растительного и сливочного. Во-первых, это придаст нашей закуске орехово-сливочный вкус. Во-вторых, получится аппетитная румяная корочка. И в-третьих, меньше вероятность того, что такое масло пригорит. Накрываем крышкой и жарим на медленном огне 5 минут. Если у вас не соленый бекон, то добавьте на сковородку 3 столовые ложки соевого соуса. Благодаря шпажкам кольца легко перевернуть. Жарим их несколько минут до карамельной корочки, а затем выкладываем. Закуска отлично сочетается с зеленью и помидорами. Как вариант, снек поливаем соусом. У нас это гранатовый. И посыпаем кунжутом. Помню, как несколько лет назад, после съемки Ваниного видео «Закуски под фильм», вы знаете его как ванзай, мы попробовали луковые кольца с сыром и открыли для себя лук совершенно с другой стороны. Это было великолепно. Что мы можем сказать по поводу сегодняшнего рецепта? Совершенно другой вкус,
совершенно другой аромат, более яркий и насыщенный, но не такой нежный, как с сыром. Помните, мы заправляли в кольца сыр? Так вот, утруждать себя не стоит, так как в этом варианте бекон полностью затмевает бархатный и нежный привкус сыра. Переходим к третьей закуске. Даже не знаю, как ее назвать. Пусть это будут мини-пирожки с обалденными начинками. А их будет 3. Для первого варианта нам понадобится брынза, сметана, укроп и пекинская капуста. В тарелку кладем брынзу и 2 чайные ложки сметаны. Далее шинкуем 1 пучок укропа и добавляем к сыру. Теперь отделяем несколько листов капусты, оставляем зеленую часть и мелко-мелко нарезаем. Кладем в тарелку и все перемешиваем. Это мое любимое сырное сочетание. Но мы катимся дальше и ищем другие варианты. На свежих помидорах делаем неглубокий крестообразный надрез до зеленой штучки, то есть плодоножки. Заливаем томаты на пару секунд кипятком и охлаждаем. После таких спа-процедур кожура снимается очень легко. Сначала нарезаем помидоры. Нам потребуются плотные части без семян. А затем дробим томаты более тонкими кусками и перекладываем в тарелку. Берем сухую колбасу и мелко нарезаем кубиками. Последний элемент для начинок – сыр моцарелла. Натираем сыр на средней терке и кладем в тарелку. Мы остановились на нем, так как он хорошо тянется, а это всегда радует глаз. Берем готовое бездрожжевое слоеное тесто и отрезаем часть. Посыпаем поверхность мукой и раскатываем тесто, начиная с середины. Сначала от себя, а затем к себе. Тесто разрезаем пополам. Следующим этапом берем форму для льда, посыпаем мукой и кладем тесто так, чтобы было минимум натяжения. Затем делаем более глубокие выемки пальцами, а еще легче сделать слепок с помощью второй формы для льда. Сначала выкладываем первый вариант – сырную начинку с зеленью, затем моцареллу и помидор и, наконец, третью начинку – моцареллу, солями и помидор. Накрываем сверху тонким тестом, прокатываем скалку и снимаем лишнее. На пергамент, перевернув форму, выкладываем снеки. Края скрепляем вилкой, а посередине проходим ножом. Теперь смазываем тесто желтком и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Закуску разрезаем сначала на полоски, а затем на квадраты. Вам интересно, какой вариант вкуснее? Лично для меня, конечно, где много сыра, то есть с моцареллой и с брынзой. А дети и муж единогласно сказали: конечно, с колбасой. Поэтому выбирайте свой вариант или делайте все 3 и пробуйте. К следующему видео Андрей уже готовится. Он уже придумал и закупил все материалы для конструкции. Я еще до конца не поняла, что это будет, но что-то точно интересное. Так что не пропустите следующее видео и будьте щедры сегодня на лайки. Делитесь этим видео в своих соцсетях. Это нас безумно порадует. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!